Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео я покажу вам мастер-класс по вязанию вот такого эффектного и очень модного головного убора челма. Итак, давайте приступим к мастер-классу. Свою челму я буду вязать из пряжи зимней премьеры фирмы Пехорка. Здесь 50% акрил, 50% мериносовая шерсть. Так, высокообъемный акрил, да, пряжа такая хорошенькая, мягенькая. Спицы номер 4, у меня обычные чулочные спицы номер 4. Итак, берем пряжу и набираем 28 петель. Я набрала на спицы 28 петель, и смотрите, по объему это примерно у меня получилось вот 15 сантиметров. То есть, если вдруг вы будете вязать из другой пряжи, вы набираете столько петель, чтобы у вас как бы 15 сантиметров получилось. Это вполне хватает для челмы, то есть для объема головы. Итак, вяжем первый ряд. Вынимаем спицу. Первый ряд вяжется очень просто. Первая петелечка у нас кромочная, но я рекомендую ее провязать лицевой, чтобы она у нас, ниточка, закрепилась немножечко. Провязываем первую петлю лицевой. Так, провязали лицевой. Далее у нас идут 2 изнаночные петли. 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая. Так до конца ряда. 2 изнаночные, 1 лицевая, 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 2 изнаночные, и последнюю тоже провязываем изнаночной, чтобы красивая кромка у нас образовалась. Вот так мы провязали с вами один, это получается будет ряд изнаночный. Теперь лицевой ряд, переходим к лицевому ряду. Вяжется довольно просто, но очень в то же время оригинально. Смотрите. Первую кромочную мы у нас, получается, снимаем. Далее у нас вводим правую спицу во вторую петлю за заднюю стенку. Вот так. И захватываем рабочую нить. Захватили. Вытаскиваем рабочую нить подальше. Примерно вот так. И теперь нам нужно провязать нашу первую петлю. Провязываем первую петелечку. И теперь снимаем 2 петельки со спиц. Вот так это движение получилось. Следующая петля у нас изнаночная 1. То есть то, что мы здесь вязали лицевой, в лицевом ряде, это будет изнаночный. Опять вводим правую спицу за заднюю стенку второй петли, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем первую петелечку. Лицевой, все лицевой. Первую петелечку за переднюю стенку. Снимаем. Изнаночная. Опять вводим за заднюю стенку, вытягиваем и провязываем лицевой за переднюю стенку первую петлю. Вот так. Опять изнаночная. Вводим за заднюю стенку, вытягиваем рабочую нить. Старайтесь вытягивать равномерно, чтобы у вас красиво получалось. И за переднюю провязываем лицевой. Вот смотрите, вот уже рисуночек начал вырисовываться. Изнаночная. Дальше вводим во вторую петлю за заднюю стенку, вытягиваем и за переднюю стенку первой петли провязываем лицевой. Изнаночная. За заднюю стенку вытягиваем и за переднюю провязываем. Все достаточно понятно, я думаю, и быстро. За заднюю вытягиваем и за переднюю провязываем. Так. Изнаночная петля. За заднюю вытягиваем и за переднюю провязываем.
изнаночная, за заднюю второй петли вытягиваем и за переднюю петелечку провязываем. И последняя изнаночная. Вот так. Смотрите, мы с вами провязали уже 2 ряда. Вот рисуночек уже вырисовывается. Изнаночный ряд то же самое. То есть первая кромочная, мы ее снимаем. Дальше у нас пошли 2 изнаночные и 1 лицевая. То есть все теперь повторяется. Первый и второй ряд у нас теперь будет повторяться. В изнаночном ряду мы вяжем 2 изнаночные, 1 лицевая, а в лицевом ряду такой вот нехитрый способ, когда мы вытягиваем петелечку из второй петли. И первую потом провязываем за переднюю стенку. И таким полотном, сейчас вот я довяжу, да, и мы посмотрим, что же у нас получилось с лицевой стороны. Последний тоже изнаночный. В конце получается 3 изнаночные петли. Смотрите, какая красота у нас уже вырисовывается. Такое полотно, то есть повторяя первый и второй ряд, мы должны провязать 86 сантиметров. Провязываем 86 сантиметров таким рисуночком, таким оригинальным узором. Я провязала полотно длиной 86 сантиметров. Смотрите, какой красивый узор получился. Теперь нам нужно петли закрыть. Петли я рекомендую закрывать эластичным способом. Кто не умеет, пожалуйста, посмотрите видео подсказку, да, и закрываем петелечки эластичным способом. Все, я запустила петли. Вот смотрите, от моточка у меня осталось примерно, наверное, 1/4, даже чуть меньше пряжи. То есть одного мотка мне вполне хватило. Теперь мне нужно кончик оставить подлиннее, им я буду сшивать. То есть я вытягиваю ниточку. Отрезаем. Вот так. Теперь нам нужно сложить наше полотно ровно пополам и найти середину. Вот она. На середина нашего изделия. И сюда ставим фиксатор. Я пользуюсь скрепками. Если у вас есть фиксатор, замечательно. Вот так. На серединку нашего изделия мы поставили фиксатор. Теперь полотно раскрываем. Вот наш центр. Смотрите, вот он центр. Берем один край с правой стороны. Вот так. Ведем, переворачиваем и прикладываем. Смотрите, прикладываем к центру. Вот он центр. Прикладываем. Хвостик я уберу. И фиксируем тоже к этому же фиксатору. Фиксируем уголочек. Вдеваем. Вот так. В центр. Видно вам, да? В центр. Раскладываем. И вот сюда еще один фиксатор. И также фиксируем 2 края. Находим косичку нашу. И фиксируем. Вот так. Смотрите, один мы зафиксировали. Теперь берем следующий край. Переводим его сюда. Загибаем. И переворачиваем наше изделие. Мы перевернули изделие. Так оно выглядит. Сразу бесформенно. Вы ничего не пугаетесь. Вот так. Теперь этот край тоже к центру надо на один фиксатор посадить, получается 3 края у нас. Также фиксируем. Оп, сюда, центр. И здесь раскладываем. Чуть-чуть нужно потянуть, потому что где мы запускали петелечки, у нас получилось немножко свободней. Но ничего страшного, примерно вот так вот разложим. Вот, смотрите, чтобы ровненько было, все раскладываем. Самый первый фиксатор по центру, здесь и вот здесь фиксируем.
Все, мы зафиксировали. Смотрите, мы зафиксировали. Так вот наша шапочка челма выглядит впереди. Теперь самое главное ее правильно сшить. Переворачиваем опять наизнанку. Первый шов, который мы будем сшивать от центра в правую сторону. Ну, можно также в левую, но я хочу в правую. Вдеваем ниточку в иголочку. У меня иголка для сшивания вязаных изделий с тупым концом, чтобы не образовывались затяжечки. Все, я продела нить, и теперь нам нужно сшивать. Сшиваем мы с лицевой стороны. Просто стежок к стежку, стежками такими. Вот так вот у нас получается. Так. И сшиваем. Я сшиваю прям в каждую косичку снизу, а сверху здесь уже как получится. Потому что при наборе петель немножко у нас уже сторона, поэтому мы ее немножко растянем. Видите, с лица получается достаточно аккуратно, поэтому не бойтесь сшивать с лицевой стороны. Так, мы сшиваем. Так, доходим до фиксатора. Так, неудобно взяла. Все, фиксатор здесь уберем сейчас. Мою скрепочку. Убираю с одной стороны и с другой. И продолжаю сшивать. Фиксирую угол. Так, смотрите, мы дошли до фиксатора, и нам необходимо, вот потому что мы, когда перевернем изделие, немножко сюда потянем, то есть примерно вот так вот сантиметров 4 нам еще нужно впереди сшить. Впереди сшиваем вот так, складываем изделие и сшиваем примерно 3-4 сантиметра еще. Где мой край? Вот так. Упс. Чтобы у нас впереди тоже получилось как бы изделие сшито. Еще немножечко надо. Видно, что образовывается дырочка. На самом деле можно сейчас, например, кончик оставить и не фиксировать нить, а потом, когда вы сошьете уже с другой стороны, вам будет видно, нужно продолжить это сшивание. Нет, вот я сейчас оставлю вот такой вот, например, кончик, мне этого будет достаточно. В принципе, я думаю, хватит. Если увижу, когда сошью с этой стороны, что достаточно, значит не буду больше и просто заправлю нить. Переходим к обратной стороне. Аналогично мы сшиваем с левой стороны, но здесь у нас маленький кончик, поэтому я сшиваю вот этой ниткой, которая у меня осталась. Делаю узелочек и начинаю сшивать аналогично в левую сторону. Фиксатор можно уже убрать. Так, что-то не поддается мне фиксатор. Скрепочка моя. Так, цепляется, да? Сшиваем аналогично. Здесь не старайтесь тянуть, потому что у вас когда вы запускали петельки, у нас получается немножко слабее край получился. Вот так. Видите, достаточно аккуратно получается.
Вот у нас начинается уже вырисовываться наша челма. Смотрите, какая она получается. Теперь остался последний шов, центральный. Также начинаем с серединки. Я вдела еще дополнительную нить. Так. Начинаем с серединки и также все подряд сшиваем, двигаясь вверх. Все, я заканчиваю сшивание. Сейчас я немножко придам ей форму. Так, чтобы увидеть, где у нас примерно центр. Здесь можно пару стежков закрепить за боковую часть, чтобы как бы красиво лежала, не перекашивалась. Так. Вот так. За боковую часть можно пару стежочков сделать, чтобы у нас переход был красивый. И все, теперь осталось только зафиксировать нить. Сейчас сделаю узелочек, чтобы у нас ниточка зафиксирована. А спрятать кончик можно вот таким способом. Просто иголочкой продеваете вдоль нашей такой вот плетеной косы. Продеваете и вытаскиваете. Вытаскиваете. Один расслабили. И все, ниточка у нас заправлена. Осталось только обрезать. Таким же способом заправляем все остальные ниточки. Посмотрите, какая эффектная и очень простая в исполнении челма у нас получилась. Это очень модный в этом сезоне головной убор. Его можно украсить, например, вот брошью, или вы можете здесь сделать какую-нибудь вышивку из бусин каких-нибудь красивых. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!